часах 6:30. Сегодня я довольно бодро встал. Сейчас схожу за водой и заодно покажу вам, насколько здесь чисто, в отличие от наших стоянок. Я был удивлен. Возле моей стоянки идеальная чистота, нету даже бумажки. Особенно по кустах это сразу видно, если где-то повалялось что-то. Теперь посмотрите здесь, берега. Я не спеша сниму. Хотя вы можете мне поверить просто на слово. Обычно здесь мусор. Здесь чисто. Смотрите, вот поляна. То же самое. К сожалению, мне стыдно это признать, сколько я видел стоянок. У нас на территории по Днестру это был какой-то срач. А здесь, пожалуйста, вот. Тут-то должен быть мусор. Он обязан тут быть. Вот маленькая какая-то этикетка только. И там какая-то бумажка всего лишь. Так же самое здесь. Нету мусора, который режет сразу глаз. В основном это бутылки. У нас, я снимал, все вы это видели. Здесь стоянка была, возле нее все чисто. Также здесь в лесу. Это старый дубовый лес. Видите, да? Здесь-то место для мусора полно могло быть, а его нет. То, что я вижу здесь, меня очень порадовало. Все убрано. И видно, что в это место ездят культурные люди. Так, ну что, я иду за водичкой. Источник, видно, что он уже окультурен очень давно. Скорее всего, освячен. Здесь бросают монетки люди. И дальше вода уходит под землей, в реку. Я видел ее там. Если кто-то умеет читать, я вам сейчас найду какие-то надписи. Вы спросите, что я делаю с матрасом? Нет, я не решил поплавать. Потому что я ночью обнаружил, что меня начинает он травить. Под утро уже практически лежал на земле. Поэтому пока солнечно, он высохнет, хочу найти проблему. Как видите, нашел я проблему. Это обратная сторона. Вот клапан там, лицо вот здесь. Видите, это лицо, это обратная сторона. И вот она проблема. Ай-яй-яй. Это брак. Я считаю, это брак. Потому что дырочка, видите где? Это вместе спайки. Вот где проклеены два матраса. Не на внешней стороне, где я мог пробить, а внутри там пробить нереально. И именно в точке вот этой спаечки. Конечно, я подремонтирую его, но считаю, что 27 ночей это мало, чтобы начать вот такое делать. Брак вылазит. И ведь это же в этом месте, да? Может еще здесь, будет где угодно. Пожалуй, если буду делать обзор на него, это тоже вставлю в общий ролик. Да. Хорошая погодка сегодня, солнечно. Позавтракал, чай попил, с палатки вещи вытаскиваю. Здесь вовсю работает солнечная панель. Чтобы солнечная панель давала больше всего энергии, можно увеличить солнце. На нее падает сейчас солнце и отраженное солнце. Таким образом получает панель больше энергии. Вот такой простой способ добавить вашей панельки мощности. Так, ну все, вот моя компактная укладка вещей. Все живет теперь сзади, потому что впереди номер, я его не могу закрывать. Приходится здесь хранить даже спиннинг. Ну, кроссовки. Панель включил, лампочка горит. Там заряжается у меня аккумулятор фотоаппарата. Ну, иногда фотоаппарат, техника и вода.
Пожалуй, все. Слушайте, до чего же приятно грести в очках. Даже вечером уже, когда я снял очки, мне так резануло, а так комфортно, я не щурюсь, глаза открыты. Это небо и земля, однозначно, очень комфортно. Рекомендую, кто так же, как и я, не любит носить очки, попробуйте сплавляться по рекам в очках, это очень удобно. Слушайте, ну, всякого я ожидал от Днестра, но такого, короче, впереди река сужается до невероятно узких 30 метров. То есть, вот посмотрите, какая здесь ширина. Здесь порядка 150 метров, может даже 200. Но впереди издалека мне казалось, что река закончилась. Как вам такая картина? Вот правый берег. А вот левый берег. А впереди ничего нет. Реки нет. Серьезно. Вот. Я шел по правому берегу. Смотрите на растительность. Видите направление? Я вам показываю. Там земля. И там земля. И издали вообще было просто как стена. Все. Тупик. И вот когда я ближе подошел, я заметил, там такая узкая полоска. Так близко к левому берегу за 2 дня я еще не подходил. По левую сторону находится село Субботовка. И до левого берега сейчас так близко, мне кажется, я могу туда камень добросить. Интересно, как река здесь сужает. Вот он, правый берег. Там такие камушки, валуны. А вот левый. Очень близко. На часах 13. По правую сторону там где-то вдалеке село Ярова, а по левую украинское село Яруга. И вот церковь наверху. Вот здесь вижу, есть подход хороший к воде с берега. Пень такой красивый, старый. Решил себе сделать обед. Замечу, что вода сегодня уже гораздо теплее. От Нижней Днестровской ГЭС я нахожусь километров, думаю, 50-60. Послушайте, ну вот эти вот ватрушки ихние с вишней. Это что-то невероятное. Были у меня 2 с творогом. И тоже меня удивили. Они соленые, не сладкие. Под борщ пошли на ура. А эти с вишней.
Я решил их сесть на воде, не теряя времени. Течение хорошее. Ничего делать не нужно. Меня несет, смотрите. По левой стороне гуськом ходят друг за другом лебеди. Слушайте, надо переделать. Лебедьком. О. Так чинно. Хороший день, ветра нету. И течение есть. А птиц просто немерено здесь. Утки, бакланы. Хищников видел. Конечно же, лебеди. Как заповедник какой-то. Необычное вообще вот ощущение. Из-за того, что левый берег мой, но мне туда нельзя, это не покидает меня каждый день. Бачу своих земляков, но мне к ним нельзя. А так бы сейчас какой-то бабушке молока купил. Здесь молоко тоже, наверное, есть, но что-то я стесняюсь здесь спрашивать. Скорее всего, бабушки будут знать только румынский, а я румынского не знаю. Так что пока иду без молока. За счет того, что солнце сегодня хорошее, я чувствую, все позаряжаю. Зарядил 2 аккумулятора, фото. 3 поставил. И дополнительно пауэрбанк, потому что смотрю, что панель гуляет даже на таком ярком солнце, и аккумуляторов фотоаппарата даже мало. И что еще хотел сказать, вот только что увидел. Впервые заметил, рыба играет, то есть появилась рыба. До этого не было движения. А там на перекате какой-то хищник ломанулся, аж вода, как кругом таким пошла. И только что вот я увидел на берегу. То есть началась рыба. Теперь есть смысл бросать. Если у меня будет желание где-то, может, побросаю сегодня вечером. За 3 километра до села Кременчуг интересная постройка прямо у воды. Это колодец под навесом. И там рядом еще под деревом столик с лавочками. А по карте там даже дороги нету. Вот выход к воде. Я заметил, что с 2 дней вот этих есть места абсолютно безлюдные. Вот как сейчас. Между Ярова и Кременчуг. 6 километров. Вот такой пустоты и отсутствия людей. И птицы там вдалеке виднеются, лебеди. Скальная порода начала выходить вот снова. Вот очень похоже, как у нас, знаете где, возле села Выстрия. В Выстрии впервые выстрелила скала, ее можно было увидеть и заснять. Что-то похоже, да. Между тем у меня остров, справа маленькая протока. Хочу пойти вот по очень узкой части Днестра. Ну, конечно, и вам покажу, что это здесь у меня впереди будет.
похоже на баржу. А может быть, это был паром. Впереди, по правой стороне, через 4 километра Холошница. Но не похоже, что там была дорога. В общем, не ясно. Какая-то затопленная конструкция. Снова настало такое, знаете, как дикое место, где нету вообще людей. Только лебеди, птицы. Иногда вижу вон коровы со стороны Украины. Хотя изначально мне казалось, тут очень густо заселенная река. Но это оказалось не так. Есть где много людей, но эти места, они как-то так точечные. Там все сидят в одном месте, дальше все. Снова дичь дикая. То, что я люблю. Какой же разный Днестр, однако. Сейчас замерил скорость течения перед Холошницей. 3 километра в час. Ничего не делая. Просто сижу, снимаю проплывающий мимо мир. Вот эти, конечно, косы подводные, они прекрасные. Плавать в них может быть неприятно, неудобно. Рыбачить тоже не получится, блеснить. Но смотреть на них вот так вот сверху с лодки очень интересно. Будто аквариум какой-то. Перед Холошницей левый берег снова поднялся и стал скалистый. Красиво смотрится в лучах солнца заходящего. Солнце ровно подсвечивает эти скалы. Следующие. Там такая же стенка. А еще мне повезло сейчас. Был остров. Я пошел правой стороной. И на острове сидел хищник какой-то. Я их так мало в жизни фотографирую. Ну, не везет и все. Они все время высоко летают. А здесь я его сфотографировал с 30 метров. Довольно крупно. Резкость есть, я проверил, класс. Повезло. Впереди еще один остров. Попробую тоже пройти этой узкой частью правой. Может, повезет. Ну и, коли я выбрал такой путь, то ночевка будет у меня часам к 8, потому что нужно Холошницу будет здорово пройти. Село тянется, я так смотрю по карте, пару километров по берегу. На часах 7, начало 8 я решил бросить якорь здесь. Дальше не хочу идти, потому что у меня там впереди левый поворот. Левая сторона мне недоступна, а там будет полого, а правая будет обрывистая, и там не будет где стать. Интернета здесь практически нету. Ну ничего страшного, поживу без него. Думал пост написать. Вот. Ой, хорошо. Прошел я около 40, наверное, сегодня, может быть 35. Вот эта стеночка, которую я фотографировал, прямо передо мной.
солнце здесь, закат будет чуть правее, соответственно, где-то вот здесь будет рассвет. Замечательно. Доброе утро, друзья! Сегодня 29-й день моего путешествия. Я остановился возле скалы замечательной. И сейчас ровно над ней будет солнышко вставать. Думаю, получится очень интересные кадры. Течение все так же хорошее. А еще что-то я кукурузы захотел. И здесь растет кукуруза. Поэтому я хочу одолжить 2 штучки. Пойдемте за кукурузой. Я совершенно забыл сказать, что мне очень помогли с продуктами на старте на самом деле. И Андрей из Наславчи подбросил, это я уже его съел, подперченное здесь. Стоп. Это сын Андрея. Это сало с перцем. Еще просто соленое сало. Здесь такой шмат хороший, я вам скажу. И потом еще на утро и отец его, тоже Андрей, у которого я дома стоял, тоже мне кусок сала в дорогу дал. Спасибо, Андрей. Если увидите это видео, вдруг будет у меня силы склеить этот фильм огромный, то я очень благодарен. Это мне очень подспорило в пути. Вот. И что еще хочу сказать. Утром я сегодня заметил, вчера вечером уже есть по воде всплески. Рыба пляшет, просто выпрыгивает. Не так часто, как там до ГЭС, но знак очень хороший. Видимо, что здесь уже есть большая рыба. Не знаю, почему-то нет внутреннего желания рыбачить. Не знаю, блесна есть, спиннинг есть. Ну, посмотрим. Если будет так навязчиво, как у меня там на острове, выскакивать прямо из воды, то я, конечно же, буду бросать. Вода очень теплая. Спать было вообще тепло. Я внешний тент не закрывал и в спальник даже полностью не залазил. Обычно у меня там под утро плечо подмерзает. А здесь вот комфортная температура. То, что нужно. Это, кстати, бакланы орут. Я их вычислил. Они там между собой, не знаю, у них, наверное, такая интенсивная любовь. И вот на этом повороте сейчас вижу, очень много летает еще белых лебедей. Шикарное место. Чуть выше там хищника сфоткал. Вообще шедевр. Чаюю, заполняю бортовую тетрадь. Подготовлю фотографии для того, чтобы в соцсети написать продолжение моей истории. 2 дня уже ничего не писал. Становлюсь на воду и дальше. Впереди у меня Сороки, но туда дойду я завтра утром. Остановлюсь перед Сороками, это будет за день 25 километров. Решил, что будет перебор, если я туда сегодня, и потом еще интервью давать, и замок посмотреть. Это в ночь войдет. Поэтому все нужно сделать с утра. Ну вот я собран. Все за собой убрал, все чисто. Течение бодрое. Надеюсь, в кадре видно. Напомню, 66 километров от Наславчи. Ну и порядка 68 от ГЭС. Хорошая погода. Солнце все заряжает мне. Ну что, поехали.
правой стороны у меня поселок Косеуц, если я правильно назвал. А по левую впереди Ямполь. Так вот, глубина здесь настолько мала, что если бы воды было на полметра ниже, я бы уже не смог пройти здесь. Вы смотрите. Видите? Лопасть, ровно лопасть. Также по правой стороне очень много детворы купаются, ловят рыбу. И эту рыбу я уже вижу с самого утра. Она стаями ходит, и это очень радует. Я боялся, что рыбы не скоро будет в этих водах холодных. Но вода прогрелась за счет того, что она здесь мелкая. Нестор разливается широко. Только не могу понять, с красным плавником. Ну, какая-то плотва, скорее всего. Густера, может, с ладошку и больше. Стайки такие добротные ходят. Вблизи Ямполя паромная переправа. И это, по-моему, последнее место на моем пути, где можно официально пересечь границу. Здесь паром. Справа Косеуц, по левую сторону Ямполь. И вот как раз там на пароме стоят пару автомобилей для переправы. А это лебеди. Сразу за Ямполем течение стало настолько хорошее, что поворачиваться даже боком было страшновато. И видно, что мне с уровнем повезло, потому что под низом были вот такие камни. Они были от поверхности воды, может быть, на глубине сантиметров 30-20, создавали небольшие буруны такие сверху. Но уровень позволял пройти, ничего не цепляя. Вот сейчас снова немножко течение спало. Ой, хорошо. Жарко, покупаться охота. Где-то выберу стояночку и это сделаю. Какое-то предприятие впереди. Пыль столбом. Видите, уровень буквально опять-таки сантиметров 40. На весло. Упади вода сантиметров на 20-30, я бы уже цеплял дна. Узнал, что за предприятие здесь шумит. Это гранитный карьер. Здесь сам завод уже, поэтому столько пыли. А если бы я раньше вышел, то мог бы снять сам карьер. Это я спросил у рыбака, и еще он подсказал, что впереди точно такой же через 2 километра делают памятники. И также там есть карьер, можно подняться на горку. Егоровский карьер, так и называется, Егоровский карьер. Можно подняться наверх и сверху сфотографировать, посмотреть.
По левой стороне, сразу за селом Пороги, вот такая красивая стеночка снова открывается. Это остров. Я вот думаю, может мне на острове стать. Вообще была бы романтика. На острове с видом на вот эту стену. Ну что, други мои, я решил остановиться на этом повороте, на этой излучине реки, естественно, на правом берегу, напротив скал, которые только что фотографировал. Вот они. Очень красивые скалы. Солнце будет их посвечивать весь вечер. Вечером будет другая картинка, но суть не в этом. 10 километров ровно остается мне до города Сороки. Завтра там у меня хотят взять интервью, и при этом я еще хочу посмотреть Сорокскую крепость. Может быть, купить воды, мороженое, ну, в общем, да, мне мыло нужно. Суть такая, что мне на осмотр крепости и всех вот этих процедур с интервью уйдет часа 3 не меньше. Посему впереди там есть село какое-то, я уже слышу и видел детвору на острове, поэтому решил дальше не идти. Возможно, там села пойдут и негде будет стать. Это место, удаленное от всех сел. Такой довольно необычный лес. Затапливаемый, потому что вот видно мусор, который висит. Собственно, не мусор, а трава в данном случае. Вот видно, что до этих пор, как минимум, там есть и выше. Весной во время разлива вода поднимается. А еще я люблю обращать внимание на знаки в последнее время. Вот причалил я. Просто причалил, где захотел. Поднимаюсь, а меня вот здесь ждет пенек такой. Чем это не знак? Знак. Будто зазывает. Оставайся, смотри, мы тебе уже лавочку поставили. Вот. И если, друзья, вы научитесь обращать внимание на такие простые мелочи, потому что знаки, подсказки, они везде, намеки, если у нас и есть какая-то добрая сила, она везде старается нам помочь. Вот. Поэтому спасибо за лавочку. Вышел. Присел и смотрю на вот эти скалы. Красота. Давненько я не играл. Класс. Хорошо. Напишу, значит, пару постов еще, пока время есть. Не только про поход, я хотел написать о том, в чем преимущество водного похода перед всеми остальными. Вот и напишу, пожалуй. Раз у меня столько времени. Так.
Если бы вы знали, до чего мне нравится печка-щепочница, вот в дождь, конечно, с ней работать морока. Ну, можно и топить и мокрые, но в дождь охота спрятаться в палатке, ай, комары, и в палатке, в тамбуре готовить можно все что угодно. Вот, я перекусил тем, что планировал на обед, поэтому сейчас сделаю себе только чай черный, и у меня полно сгущенки до белого хлеба. Вот такая картина маслом. Вот, как видите, там сохнут мои вещи, и пока телефон заряжался, а я все именно на него и снимаю в этом походе, я успел постирать все, помыться, потому что завтра в Сороках у меня будут брать интервью. Надо же иметь опрятный вид, хоть и 28-й день на воде. Хорошо, наполняю дровами, поджигаю, ставлю кипяток и готовлю себе черный чай.